широчайший ассортимент продукции от сметаны и до ультрасовременных лазеров. Самая высокая среди стран бывшего СССР добавленная стоимость на душу населения. Обширный суммарный экспорт на десятки миллиардов евро. Все это о промышленности стран Балтии, которую давно похоронила российская пропаганда. Хотите узнать всю правду? Смотрите дальше. Здравствуйте, уважаемые ютуб-зрители! Вас приветствует Андрей Деменков, бессменный автор проекта, который недавно в третий раз сменил название, но не изменил своей сути и по-прежнему в первую очередь посвящен развеиванию советских и современных российских пропагандистских мифов о странах Балтии. Сегодня представляю вашему вниманию первую часть очередного ремейка, большого выпуска об обрабатывающей промышленности Эстонии, Латвии и Литвы. Первоначальный двухсерийный вариант, невзирая на досадные технические огрехи, прежде всего низкое качество звука, был принят аудиторией очень тепло, однако были и жалобы на звук. Поэтому я решил переснять видео, дополнив его новым материалом и освежив приводимую статистику. Поскольку нынче у меня больше опыта и лучше технические возможности, я смело предлагаю вам более качественный, насыщенный более актуальной информацией большой 6-серийный выпуск. Изначально я планировал 4 серии, но материала набралось так много, что я решил вторую и третью части для удобства восприятия разделить. Выпуск наверняка будет интересен и тем, кто уже видел предыдущую версию, даже если все там расслышал. Спонсоры проекта традиционно получают от меня не только сердечную благодарность за поддержку проекта, но и ранний доступ к этому видео. Для самых щедрых предусмотрена возможность смотреть все части сразу после загрузки. Только поскольку в нынешнем выпуске их очень много, в этот раз выкладываю 3 блоками по 2 серии. В заключительной части этого видео вас ждет еще анонс одного новшества на проекте. А теперь к теме. Для начала показательная история. Еще в 2022 году, вскоре после нападения России, Украина получила от союзников несколько роботизированных мобильных боевых платформ «Тимис». Российский центр анализа стратегий и технологий, сокращенно ЦАСТ, так жаждал ознакомиться с передовой технологией, что предложил любому, кто доставит ее в рабочем состоянии, 1 миллион рублей. Первоначально ставка не сработала, и в феврале 2024 она была повышена до 2 миллионов. Настолько важна была техника для российских специалистов. Наконец, прошлым летом российские СМИ радостно сообщили, что платформа Тимис захвачена. И какое же отношение эта история имеет к теме промышленности стран Балтии? Самое непосредственное. Платформа Тимис – продукция эстонской компании Milrem Robotics, которая считается одной из сильнейших в Европе в своей области. Верный потребитель российской пропаганды, которая постоянно твердит, что страны Балтии – бедная и отсталая окраина Евросоюза, которая развалила доставшуюся ей от советской поры промышленность, должен от такой новости впасть в когнитивный диссонанс. Производство боевых роботов – не кустарщина в гараже. Это вершина современного машиностроения и электроники. Такая техника требует не только продвинутой инженерии и компонентов, но и всей производственной среды высокого уровня, квалифицированных кадров, цепочек поставок, финансовой и правовой инфраструктуры. Как же так? Ответ прост. Российские пропагандистские клише о промышленности стран Балтии – банальная ложь. Эстония, Латвия и Литва не просто сумели перестроить доставшуюся в наследство от СССР слабоконкурентную промышленность, но и пристроили к этому фундаменту новое, современное производство. И по уровню промышленного развития соседнюю сырьевую державу оставили настолько позади, что там теперь гоняются за их технологическими секретами. Я обязательно еще вернусь к Milrem Robotics, это очень интересная компания. Но сделаю это уже в 6-й части выпуска, в которой представлю обзор формирующихся в нашем регионе передовых отраслей. А сегодня вас ждет рассказ об общей постсоветской эволюции промышленности стран Балтии, через какие непростые трансформации ей пришлось пройти и каким образом она сумела достичь нынешнего уровня. Начну с краткого экскурса в общее состояние обрабатывающей промышленности на выходе из СССР. Что это было за золото, которое мы якобы не сумели сберечь? Миф о якобы разваленной странами Балтии, доставшейся им от СССР промышленности, включает в себя еще одну большую сказку. Мол, это была высокоразвитая отрасль, которая производила классную, востребованную людьми продукцию. А если что-то с ней где-то было и не совсем так, то стоило, по убеждению советофилов, просто устранить кое-какие недочеты, и все было бы замечательно. И
следовало, конечно, больше торговать с Россией и Белоруссией. Там-то наши товары точно нашли бы спрос. Что ж, с одной стороны, Эстония, Латвия и Литва в 1990-м формально были действительно промышленно развитыми. Доля обрабатывающей промышленности ВВП региона превышала треть. Это много. Здесь действовали предприятия большинства отраслей. Особенно масштабными можно назвать производство электротехники, судостроение и судоремонт, деревообработку, легкую и пищевую промышленность. Однако, на душу населения, даже в Эстонии, где обработка была наиболее сильна, производилась продукции значительно меньше, чем в развитых странах Западной Европы или Северной Америки. Точную разницу определить довольно сложно, поскольку советское ценообразование было искусственным и радикально отличалось от стран с рыночной экономикой. Поэтому имеющиеся оценки существенно разнятся. Однако разрыв в любом случае был огромен. Например, по данным Института экономики и права Ивана Кушнера, который в свою очередь ссылается на статистику ООН, в 1990 году Эстония и Латвия произвели промышленной продукции на душу населения в 4,7 раза меньше, чем соседняя Финляндия. Литва отставала еще больше. Главная же проблема заключалась в том, что это была советская промышленность, которая страдала от массы типичных для нерыночной экономики недостатков. Они-то и подкосили отрасль при переходе на рыночные рельсы. Отсутствие в СССР из-за дефицита товаров и изоляции от мирового рынка хоть какой-нибудь конкуренции, нерыночная экономика, которая развивалась по искусственным планам, экстенсивная модель, при которой предпочитали больше строить новые, чем модернизировать уже имеющиеся, слабая мотивация низкооплачиваемых работников, которых вместе с теми за низкой производительностью труда использовалось чрезмерно много. Чудовищный перекос инвестиций во все, что связано с военно-промышленным комплексом в ущерб остальным отраслям. Перечислять недостатки советской системы можно долго. Приведу показательный пример из своего опыта. В выпуске про макроэкономическое развитие стран Балтии я упомянул, что успел поработать в советское время на одном из заводов объединения Унонерет. Поэтому знаю эту замечательную промышленность изнутри. Сегодня расскажу подробнее. Итак, работал я на центральном заводе объединения на Нарвском шоссе, практически в центре Таллина. На нашем участке собирали самые большие в мире милливольтметры размером с кофеварку. Работали замятым конвейером с ободранными столами, установленным где-то в 1960-х. Он периодически ломался, и тогда приборы передавали из рук в руки вдоль конвейера. Чтобы монтажники, которые работали паяльниками, не травили себя и окружающих, на рабочем месте была предусмотрена вытяжка, такая труба с небольшой прямоугольной дырой, которая часто ничего толком не втягивала. А инструменты, которыми мы работали, некоторые, похоже, брали из музея, а какие-то мастерили сами. Об одном из чисто советских ноу-хау, применявшемся на заводе для сборки приборов, я рассказал еще год назад в коротеньком дополнительном ролике, который можете найти по ссылкам либо сейчас на экране, либо в описании этого видео. В году где-то 90-91 руководство РЭТа пыталось создать с тайваньцами совместное предприятие по производству телевизоров. Тема была горячая, а Тайвань уже в ту пору был силен в электронике, один из мировых лидеров по производству телевизоров. Приехали представители тайваньской компании в Таллин, улыбаются, наверняка прикидывают в уме, сколько можно заработать на огромном и голодном до товаров рынке. Их водят по цехам, показывают производство, и с лиц постепенно смазывается тайваньская улыбка. Ну еще бы, людям из передовой страны показали настоящий советский завод со всеми его прелестями. В общем, сделка не состоялась, а РЭТ вскоре загнулся. После всего этого мне всегда смешно слушать рассказы советофилов о том, как либералы в Эстонии якобы сгубили замечательный РЭТ с его выдающейся продукцией. Мой рассказ будет далеко не полон, если не упомянуть еще одну тяжелейшую проблему советской экономики и промышленности в том числе. Лучше всего ее проиллюстрирует фрагмент дневника Анатолия Черняева, заместителя заведующего отделом международного отдела ЦК КПСС. Текст им был написан зимой 1980-го. 3 месяца работала комиссия ЦК под председательством Капитонова. И вот что она доложила на секретариате. За 2 года число краж возросло в 2 раза, стоимость украденного в 4 раза. 40% воров – сами железнодорожники, 60% воров – сами работники водного транспорта. 9-11 тысяч автомашин скапливаются в Бресте, потому что их невозможно передать в таком разобранном виде иностранцам. 25% тракторов и сельскохозяйственных машин приходят разукомплектованными. 30% автомобилей «Жигули» вернули на ВАЗ, так как к потребителю они пришли наполовину разобранными. На 14 миллиардов рублей грузов ежедневно находятся без охраны.
Охранники существуют, их 69 тысяч, но это пенсионеры, инвалиды, работающие за 80-90 рублей в месяц. Воруют на много миллиардов рублей в год. Мясо крадут в 7 раз больше, чем 2 года назад. Рыбы в 5 раз больше. Заместитель министра внутренних дел доложил, что в 1970 году поймали 4000 воров на железной дороге, а в 1979 – 11 тысяч. Это только тех, кого поймали, а кого не поймали, сколько их? Обратите внимание, все это творится задолго до ненавистной советофилам перестройки, которая, по их мнению, сгубила их любимый СССР. 1979 год – самый пик так любимой им брежневской эпохи, во время которой, по их словам, в СССР царили порядок и процветание. Я отлично помню это советское воровство, которое я видел собственными глазами, настолько оно было повсеместным. Воровали колхозники, мешками таская зерно и комбикорм. Воровали работники столовых, сумками вынося продукты, которые не докладывали предлагаемую посетителям еду, а теперь советофилы рассказывают сказки о том, какая она была вкусная и питательная. Воровали на любых заводах, вынося детали, которых потом не хватало для сборки продукции. Поскольку речь шла по сути о миллионах людей, к ним стали применять советский термин «несун», который заменял нелицеприятное слово «вор». Оно осталось для начальников и их подельников, которые воровали машинами, вагонами и целыми составами. Тяжелейшая проблема воровства, без лишних комментариев, сама по себе многое говорит о качестве социалистического хозяйствования и уровне контроля в экономике. Ненавистная советофилам перестройка как раз и потребовалась для того, чтобы как-то справиться с наиболее неприятными дефектами советской системы и вывести застойную экономику на траекторию роста. Но реформы носили в основном косметический характер и в таком виде, в каком они велись, не могли решить поставленные задачи. Сохранявшиеся системные проблемы советской промышленности привели к тому, что к концу эпохи, с одной стороны, усилился дефицит товаров, с другой, многие товары, например, убогий советский ширпотреб, так на полупустых полках магазинов и оставались невостребованными. Население предпочитало втридорога раздобыть иностранную одежду, обувь и бытовую технику намного качественнее и красивее советских. Первые серьезные трудности у промышленности региона возникли уже в 1990-м. У Литвы они и вовсе были драматичными из-за введенной Москвой блокады в ответ на объявление Вильнюсом о восстановлении независимости в марте 1990-го. Но в 1992-м, когда после распада СССР исчезло большинство барьеров на пути импорта с Запада, начался обвал. Экономисты до сих пор задаются вопросом, можно ли было избежать столь сильного падения. В теории не исключено, но вряд ли удалось бы добиться радикально лучших результатов. Все было слишком запущено. К тому же, на естественные проблемы, накопленные советской экономикой, наложились еще и последствия распада империи, разрыва торговых отношений. Советофилы любят рассуждать о том, что при сохранении ориентации на восточный рынок промышленность стран Балтии могла бы сохранить многие сгинувшие предприятия. На деле именно попытки цепляться за российский рынок во что бы то ни стало, часть из них как раз и добили. Те приборы, что я собирал, Ред поставлял военным в Россию. Они еще при живом СССР перестали платить за получаемую продукцию. Директор звонит военному чиновнику, спрашивает: «Вы приборы получили?» «Да, спасибо, шлите еще, очень нужны». Директор: «Так может вы заплатите?» На другом конце: «Денег нет». Директор: «Но вы же получили товар, за него положено заплатить». На другом конце начинается мат-перемат. «Ах вы фашисты прибалтийские, сволочи! В стране тяжелые времена, а вы только о деньгах и думаете». Когда собеседник берет паузу, чтобы передохнуть, директор говорит: «Послушайте, без денег я не могу выпускать продукцию. Работники должны что-то есть, чем-то платить за жилье». И следует гениальный ответ: «Ну придумай что-нибудь, ты же русский, ты же патриот». Откуда я знаю то, что рассказываю о проблемах руководства РЭТа? Это можно узнать из эксклюзивного видео, которое я скоро выложу для спонсоров проекта. В нем я поведаю о моих источниках информации и о том, как это помогло мне уволиться с РЭТа. Кренгольская мануфактура в Нарве, о которой более подробный рассказ будет далее, тоже впала в предбанкротное состояние из-за того, что российские покупатели не платили за поставки. Это было массовым явлением в начале 90-х. Спасла предприятие только покупка шведскими инвесторами, которые модернизировали фабрику и переориентировали на западные рынки. К слову, именно максимальная открытость иностранным инвестициям и помогла эстонской промышленности упасть меньше, чем у соседей. Но и она не всегда выручала. Таллинская табачная фабрика «Лейк» была хорошо известна по всему СССР. В
1992 году ее купил шведский концерн Swedish Match. Вложил в нее модернизацию 20 миллионов долларов, 40 работников прошли стажировку в Мальме. Планы были большие. Предполагалось развивать экспорт под традиционными эстонскими марками и популярными американскими, прежде всего в Россию. Однако в 1994-м РФ по никому неизвестной причине отменила в отношении Эстонии, единственной в Европе, действие режима максимального благоприятствования в торговле, что удвоило таможенные пошлины. Одновременно с этим эстонское правительство стало повышать акцизы на табак и отказалось делать поблажки для местного производителя. И в 1999-м шведы закрыли еще недавно весьма перспективную фабрику. Есть еще одно крайне важное обстоятельство, которое во многом определило крутое падение нашей промышленности в первые постсоветские годы. О нем я не сказал в старом варианте выпуска и сейчас исправлю эту оплошность. Очень многое в любой промышленности зависит от людей, от кадров. В данном случае речь даже не столько о простых работниках, хотя и их рабочие качества зачастую оставляли желать лучшего. Важнее всего управленцы. А с этим в СССР дело было хуже некуда. Типичный красный директор заботился не о востребованности своей продукции на рынке и не о том, как превзойти конкурентов. Конкуренции, по сути, никакой не было. Иностранные товары попадали в страну в очень ограниченном количестве, большинство продукции выпускалось в условиях перманентного дефицита различной степени остроты. Перед советскими предприятиями стояли совершенно иные задачи, главной из которых было выполнение спущенного сверху плана, а еще лучше перевыполнение. Теперь на секундочку представьте, как работала промышленность в стране, в которой кто-то выполнял план, кто-то не выполнял, а кому-то с такими поставщиками удавалось его даже перевыполнить. Разумеется, часто только на бумаге, но порой и в реальности. Правда, с соответствующим качеством, заменяя комплектующих поставщиков, не поспевавших работать в таком темпе, на то, что удавалось достать. Когда экономика переходила на рыночные рельсы, выяснилось, что товаров вокруг нас тьма тьмущая. Создать и произвести не такая уж проблема, главное продать. Это то, что в СССР считалось вообще постыдным занятием. И с таким мировоззрением там были и начальники. Не без исключений, конечно. Некоторые красные директора сумели стать толковыми инженерами и не только сохранить, но и развить доставшееся им предприятие. И все же это исключение из общего правила полной неспособности большинства советских управленцев руководить промышленным предприятием в рыночных условиях, что во многом и определило обвал в начале 90-х. Советофилы в качестве примера провала постсоветского экономического развития стран Балтии любят упоминать печальную судьбу ВЭФа и РАФа, которые для них служат промышленными символами советской Латвии и Прибалтики вообще. Мол, такие замечательные предприятия достались вам от СССР и все профукали. Что ж, давайте рассмотрим эти два кейса. Начну с того, что ВЭФ был основан в независимой досоветской Латвии еще в 1919 году и стал к концу 1930-х флагманом не только латвийского машиностроения, но и крупнейшим предприятием отрасли во всей Балтии. Более подробный рассказ о досоветской истории ВЭФа вы можете найти в финальной, 7-й части выпуска о досоветской промышленности стран Балтии. Сейчас скажу только, что СССР, захватив в 1940 году Латвию, среди прочего, получил и передовое предприятие по производству электро- и радиотехники, высокий технологический уровень которого был отмечен в акте Советской приемной комиссии. 4000 работников ВЭФа выпускали широчайший спектр продукции, но главными были радиоприемники, которые не только обеспечивали львиную долю внутреннего рынка, но и поставлялись на экспорт в Эстонию, Литву, Польшу, Финляндию и даже Норвегию. Восстановившая независимость Латвия получила на выходе совсем другое предприятие. Оно было гораздо крупнее, но технологически отсталое, ни о каком экспорте и речи не было. Тяжелым ударом стало даже открытие внутреннего рынка для импорта зарубежной техники, которая по многим параметрам ушла далеко вперед. Ее производители развивались в условиях жесткой конкуренции, а не выполнения плана до повалу, чтобы хоть как-то насытить голодный до товаров вечно дефицитный советский рынок. Впрочем, смерть наступила далеко не сразу. У ВЭФа была еще неплохая репутация на рынке бывшего СССР, это имело немалое значение. В теории можно было использовать это время на необходимые преобразования, чтобы выйти на новый уровень. Но во главе стояли те самые красные директора, которые совершенно не годились для управления предприятием в рыночных условиях. Они даже как минимум дважды прошляпили прекрасную возможность заполучить стратегического партнера, с которым наверняка спасли бы предприятие. В одном из своих интервью Франц Прикулс, который 20 лет проработал на заводе генеральным конструктором телефонных аппаратов, рассказал,
как еще в советское время в Москве с его участием были успешно начаты переговоры о стратегическом партнерстве с одной финской компанией. На продолжение Финляндию невыездного Приклуса не пустили, поехали другие люди. В итоге переговоры провалились, партнерство не состоялось, и ВЭФ не получил доступа к важным современным технологиям, которые имелись у финнов. Были еще шансы изменить ситуацию, главный в начале 90-х. Я уволился в 1992 году, но душа за ВЭФ все равно болела. На международной выставке в Москве я познакомился с заместителем президента очень известной компании с Тайваня. У нее возник интерес к ВЭФу. Я позвонил бывшему директору завода в Стучке. Тот воодушевился: «Зови ее к нам». Тайваньская дама оказалась расторопной, вечерним поездом выехала в Ригу, а утром я встретил ее на вокзале и отвез на завод. Но бывшего директора срочно куда-то вызвали. Нас согласился принять его новый заместитель. Представительница тайваньской компании озвучила свои условия. Наши специалисты приезжают к вам, обучают ваших сотрудников, мы обеспечим вас комплектующими для своего телефонного аппарата, вы его изготавливаете. А потом мы разработаем новый совместный аппарат, который будем выпускать под двумя брендами, нашим и вашим. Но это предложение заместителю директора не понравилось. «А не хотите ли вы покупать у нас наши вэфовские телефоны?» – спросил он. Реакция дамы босса была предсказуемой. «А зачем?» – удивилась она. «Спасибо, не надо». Отказ от сотрудничества с тайваньской фирмой не позволил ВЭФу влиться в мировое сообщество ТА на перспективной элементной базе. Я уверен, если бы профессионализма было побольше, а амбиций поменьше, завод можно было бы спасти. В отличие от своего эстонского собрата РЭТа, скончавшегося еще в начале 90-х, ВЭФ долго держался на плаву, но постоянно терял позиции, неумолимо сдавая привычные рынки бывшего СССР, на которых его продукция только и ценилась, более конкурентоспособным производителям из Европы и Восточной Азии. В 99-м то, что осталось к тому времени от ВЭФа, было реорганизовано и раздроблено на 6 приватизированных предприятий, часть из которых уже не существует, но 3 самых удачливых выпускают различную электрорадиотехнику и электронику, хотя и в довольно скромных объемах. Однако есть еще один, очень успешный косвенный наследник ВЭФа, рассказ о котором будет в 5-й части выпуска. Что до РАФа, то он был обречен по определению. Дело даже не в том, что после какого-нибудь Форда Транзита на это чудо советской инженерной мысли без слез не взглянешь. Рынок микроавтобусов довольно узкий, и о каких миллионах штук, как в случае легковых автомобилей, там речи не идет. Если работать исключительно в этом сегменте, себестоимость продукции будет зашкаливать. Поэтому в мире почти все производители подобной техники входят в крупные автоконцерны, что позволяет оптимизировать расходы и использовать сильную научно-техническую базу, которая в одиночном плавании им недоступна. Опять же, инерцию РАФу обеспечил спрос на российском рынке, пока тамошняя компания ГАЗ не занялась выпуском собственных «Газелей», быстро вытеснив более слабого латвийского конкурента. Уже в 1997 году, всего через год после начала массового производства «Газелей», конвейер РАФа был навсегда остановлен. Как бы там ни было, в середине 90-х обрабатывающая промышленность стран Балтии достигла дна своего стремительного падения. В Эстонии он закончился в 1994 году, в Литве и Латвии в 1995. К этому времени обрабатывающая промышленность Эстонии усохла более чем вдвое, в Латвии аж втрое. Литва оказалась где-то посередине. А что же было дальше? В 1995-1996 годах в обрабатывающей промышленности региона начался подъем, причем по нарастающей. Как уже говорилось в первой части выпуска про постсоветское макроэкономическое развитие, в начале 2000-х страны Балтии в мире прозвали Балтийскими тиграми, по аналогии с азиатскими тиграми Южной Кореей, Тайванем, Гонконгом и Сингапуром, за стремительные темпы экономического развития. Промышленный бум сыграл в этом немаловажную роль. Поначалу это был восстановительный рост. Большинство выживших предприятий в начале 90-х, адаптируясь к рыночным реалиям, сильно снизили объемы выпуска продукции. Но затем, встав на ноги, стали вновь наращивать объемы. Во многом это происходило благодаря иностранным инвесторам, которые покупали предприятия и вкладывали в их реконструкцию немалые средства. Промышленность принимала до четверти от общего объема поступавших в регион зарубежных капиталов – сотни миллионов долларов. Особенно в ту пору выделялась Эстония с ее максимально либеральной экономической политикой. Кроме того, стране здорово помогало соседство с Финляндией, компании которой, помимо прочего, использовали Эстонию как площадку для дешевого субподряда. Затем, уже в 2000-х, иностранцы начали строить в странах Балтии новые предприятия.
Чуть позже за ними последовали и местные инвесторы. Самым ярким примером той поры стало строительство в 2003 году в Muuga под Таллином голландско-американскими инвесторами комплекса Galvex по оцинковке стального проката мощностью до 400 тысяч тонн. Проект серии Рума, по которому ранее были построены 4 аналогичных завода, в том числе в Италии и Нидерландах. Инвестиции – $250 миллиарда. Самое современное на тот момент предприятие отрасли во всей Восточной Европе, большой склад которого поддерживал искусственный климат для лучшей сохранности готовой продукции. Инвесторы в конце 90-х выбирали для будущего проекта между Эстонией и Латвией. Обе страны имели свои преимущества. Чашу весов перевесил принятый в Эстонии как раз в это время закон о нулевой налоговой ставке на нераспределенную прибыль, которую можно было целиком реинвестировать. К сожалению, дела у Galvex шли не очень. Он никогда не работал на полную мощность. В 2007 владельцы сумели продать завод металлургическому гиганту ArcelorMittal, но уже в 2008 ударил глобальный кризис, который убил предприятие. Galvex больше не работал. Но позже произошло перерождение. После пары перепродаж в 2019 завод перешел во владение эстонской логистической компании ПК Терминал. Последняя в том же году заключила с Таллинн-Садом соглашение на 20 лет, по которому обязалась создать в порту Muuga на площади более 400 гектаров терминал насыпных и смешанных грузов мощностью до 500 тысяч тонн. Ядром нового логистического центра стал бывший Galvex, в который переехал офис ПК Терминал. Развивая терминал, помимо прочего, в 2023 году компания построила склад для удобрений на 9,5 тысяч квадратных метров и линию фасовки и упаковки. Долго отстававшая Литва проводила менее либеральную экономическую политику, чем Эстония и даже Латвия. Однако в 2010-х развитие литовской промышленности резко ускорилось, и к 2020-м страна обошла даже Эстонию по объемам производства на душу населения. Помните, я рассказывал о том, что в 1990 году Эстония произвела промышленной продукции на душу населения в 4,7 раза меньше, чем соседняя Финляндия. Так вот, к 2022 отставание сократилось до 2,1 раза. И это после обвала начала 90-х, когда разрыв был на порядок. По объемам производства Латвия пока не вернулась к советскому уровню, но на душу сильно сократившегося населения все же превзошла его. Эстония уже в середине 2000-х превысила уровень 90-го даже по общему объему, Литва сделала это в 2010-х. Когда я рассказываю о промышленности Эстонии некоторым своим знакомым, картину мира которых формирует российский агитпроп и всякие домыслы, как правило, они отказываются верить в то, что промышленность у нас сегодня куда развитее, чем в советское время. Главный аргумент – а почему я не вижу этих заводов? Что характерно, этот вопрос задают и жители Таллиннского района Ласнаmäe, на юге которого находится крупнейшая промзона. Там заняты многие тысячи работников предприятий, выпускающих всевозможную электронику, включая крупнейший в стране завод компании Ericsson Eesti, пиломатериалы, мебель, стройматериалы и много чего еще. Дело не только в том, что эти люди просто не интересуются реальной картиной мира, предпочитая удобную им по разным причинам мифологию. Советский человек привык к тому, что настоящий завод – место, которое вбирает в себя тысячи работяг, гремит на всю округу и дымит трубами, видными за километр. А сегодня промышленность совсем другая. Во-первых, предприятия выведены за город. Значительная часть советских заводов работала практически в центре. Куннерет, Eesti Кабель, Марат и многие другие располагались там, где им давно было не место. Да, их видели жители города, которые теперь считают, что промышленность сгинула. Но они создавали логистические проблемы, особенно когда в 90-х резко выросло автомобильное движение. Их сложно было перестраивать и модернизировать. А когда начал формироваться рынок недвижимости, выяснилось, что земля там слишком дорогая для производства. Кто-то, как Марат, вовремя сориентировался, выведя производство за город, а старые площади сдавая в аренду под магазины и офис, что здорово выручило в трудные 90-е. Но большинство так и не поняли, каким ресурсом располагают, или же не сумели им воспользоваться. К слову, все тот же центральный завод РЭТа, на котором я работал, был переделан в деловой квартал, в котором теперь множество самых разных контор, магазинов, есть даже гостиница. Не знаю, как сейчас, но в начале 2000-х народа там работало больше, чем на советском заводе. Еще одна причина незаметности современной промышленности. Если в советское время в регионе работали сотни предприятий, в основном крупных, то нынче многие тысячи, среди которых доминируют мелкие. Свыше 3/4 от общего количества – это микропредприятия с числом работников менее 10 человек. И это нормальный уровень для промышленности Евросоюза,
где точно так же количественно доминируют мелкие производители. Как и в странах Балтии, в среднем по ЕС крупные предприятия, свыше 250 занятых, составляют менее 1% от общего числа. Да, 250 человек уже крупное предприятие. На современном производстве обычно нет нужды в тысячах рабочих рук. Показательный пример. Австрийская сталелитейная компания voestalpine AG в середине 2010-х инвестировала 100 миллионов евро в строительство в Доновице современного завода по выпуску в год до 500 тысяч тонн стальной проволоки. На прежнем предприятии компании с таким же объемом производства, построенным в 1960-е, было занято около 1000 работников, на новом всего 14. Автоматизация и рост производительности делают свое дело. В мире есть уже несколько полностью автоматизированных заводов, на которых небольшой коллектив инженеров занят лишь контролем, но в производственном процессе не участвует никак. Что же представляет из себя современная обрабатывающая промышленность стран Балтии? Как видно из представленного графика, в последние кризисные годы ее доля ВВП заметно снизилась. Тем не менее, в 2023 она дала свыше 11% ВВП в Латвии, 12% в Эстонии и 15% в Литве. Это нормальный уровень для Европы. Для сравнения, в Финляндии на отрасль пришлось 15% ВВП, в Дании 13%. По состоянию на начало 2020-х всего в обрабатывающей промышленности Литвы было занято чуть больше 210 тысяч человек, 16,5% всех работников. В Латвии 125 тысяч, 15%, и Эстонии 107 тысяч, 18%. В современной рыночной экономике объем производства – показатель вторичный. Намного важнее то, сколько предприятиями создается добавленной стоимости. Отверточная сборка автомобилей из импортируемых узлов дает на выходе внушительный объем продукции, но добавленной стоимости, созданной в стране, здесь считанные проценты. Даже производство полного цикла весит по-разному. Нефтеперегонный завод или текстильная фабрика может выпускать огромный объем товаров, но дает обычно низкую добавленную стоимость на единицу продукции. Тогда как производство электроники, композитных материалов, аэрокосмической и робототехники, все то, что требует передовых технологий, является чем-то уникальным и потому пользуется повышенным спросом, способно давать огромную добавленную стоимость. По данным Всемирного банка, с 1995 по 2022 годы добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности Латвии в постоянных ценах выросла в 2,3 раза, Эстонии в 3,4 раза, Литвы в 4,5 раза. В 2023 в обрабатывающей промышленности Эстонии и Латвии было создано в текущих ценах добавленной стоимости почти на 5 миллиардов долларов США. В Литве свыше 11,5 миллиардов. Европейская экономическая комиссия ООН указывает, что в 2024 году добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности на душу населения в постоянных ценах 2015 года составила в Латвии почти 1900 долларов. В Эстонии 2600, а в Литве без малого 3500. Еще сравнительно недавно Эстония превосходила Литву по этому показателю, но затяжной кризис в эстонской промышленности на фоне непрекращающегося роста литовской сделал свое дело. Но можно сравнить нас и с восточными соседями. В России добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности на душу населения в постоянных ценах 2015 года в том же 2024 году составила немногим более 1400 долларов, а в более индустриальной Белоруссии около 1700. То есть в Латвии, по заверениям российской и белорусской пропаганды, абсолютно деиндустриализированной, обрабатывающая промышленность создает добавленной стоимости на душу населения на 1/10 больше, чем в Белоруссии, и почти на треть, чем в России. С Эстонией и Литвой, которые заметно опережают Латвию, сравнивать восточных соседей и вовсе неловко. Помимо прочего, познавательная информация для тех, кто все еще верит в довольно популярный в определенных кругах миф о том, что диктатор Лукашенко якобы, в отличие от стран Балтии, сохранил в Беларуси промышленность. Да, последние 3 года у нас наблюдается снижение, в России и Беларуси небольшой, но рост. Былой разрыв за это время заметно сократился. Однако в нынешнем году промышленность Балтии вновь вернулась к росту, тогда как в России и Беларуси начинается спад всего, что не связано с обслуживанием войны в Украине. Конечно, если сравнивать наши показатели с наиболее развитыми странами ЕС, картина уже не такая радужная. В Финляндии объем добавленной стоимости на душу населения в 2024 составил почти 6500 долларов, а в Дании без малого 10500. Но здесь важно понимать, что в 1995, когда промышленность стран Балтии лежала на дне,
мы отставали от западных соседей, по сути, на порядок. После чего за четверть века радикально сократили некогда гигантский разрыв. В советское время, как я уже отмечал ранее, промышленность работала в тепличных условиях изоляции от мирового рынка и не знала серьезной конкуренции даже на внутреннем. Об экспорте речи практически не шло. Что-то, конечно, вывозилось, но в основном в страны соцлагеря и третьего мира. Обычно это был не результат рыночных сделок, а административное распределение. Ну кто в здравом уме мог предпочесть технику ВЭФа, Шилялис или Эстонию Philips'у, Sony или Siemens'у, если последние есть в свободном доступе? Нынешняя промышленность стран Балтии совершенно иная. Она отлично вписана в мировой рынок и отличается высокой конкурентоспособностью. В последние годы в Эстонии примерно 3/4 продукции обрабатывающей промышленности идет на экспорт. В Литве 2/3, в Латвии немногим более половины. То есть у всех трех промышленность экспортоориентированная. Основной рынок сбыта – страны Евросоюза. Если говорить о конкретных суммах, то в 2023 году Эстония и Латвия вывезли продукции обрабатывающей промышленности на немногим менее 13 миллиардов евро каждая, Литва – почти на 30 миллиардов. Все три страны сильны в экспорте продукции деревообработки, мебели и фурнитуры, продукции пищевой промышленности. Эстония выделяется еще и мощным экспортом электроники и телекоммуникационного оборудования, а Литва – поставками нефтепродуктов и различных химтоваров. Несколько показательных примеров достижений стран Балтии на глобальном рынке. Латвия занимает первое место в мире по экспорту фанеры на душу населения. Эстония – второе. Финляндия – только третье. Литва – четвертый по значению поставщик мебели в Европе для гиганта IKEA после Польши, Германии и Италии. А еще Литва контролирует около половины мирового рынка низкочастотных лазеров, о которых обязательно будет отдельный разговор в последней части выпуска. Этот рынок пока не особенно велик, но чрезвычайно перспективен, и Литва, по сути, задает на нем тон. Эстонское подразделение шведского гиганта Ericsson обеспечивает порядка 40% европейских поставок компании продуктов 5G. В Эстонии также формируется целая отрасль роботостроения. Упоминавшаяся Milrem Robotics – лишь одна из нескольких эстонских компаний, о которых я тоже расскажу в 6-й части. Уже сегодня эта продукция продается в десятки стран. А еще биотехнологии. Здесь вновь лидирует Литва, сформировав сильный отраслевой кластер. Но и Эстония, и Латвия, у которой еще и прочные позиции фармацевтики, тоже активно развивают это направление, в значительной степени ориентированное на внешние рынки. Опять же, рассказ об этом будет в 6-й части. Разумеется, скептикам все приведенные цифры неинтересны. Многие из них убеждены, что за ними в реальности ничего нет, это сплошное очковтирательство. Примерно как в их любимом СССР. Да и в любом случае, сколько бы я ни использовал статистических данных, без конкретных примеров наиболее крупных и интересных предприятий рассказ будет неполным. Поэтому вас ждет еще 5 серий об обрабатывающей промышленности Эстонии, Латвии и Литвы, в которых я дам небольшие вводные справки по отдельным отраслям и покажу их лидеров. Что бы там ни плели про нас российские пропагандисты, примеров только наиболее крупных предприятий якобы разваленной промышленности очень много, десятки. Чтобы не слишком утомлять их перечислением зрителей, я постарался сделать справки максимально сжатыми. Но некоторые предприятия все же настолько интересны, что захотелось рассказать о них подробнее. Я решил выделить эти истории в короткие специальные видео между основными сериями, которые, на мой взгляд, они хорошо дополнят. Первым будет ролик об одном из ведущих в странах Балтии литовском сырном бренде Džiugas компании Žemaitijos pienas с богатой историей и славным настоящим. Он будет предшествовать серии, посвященной пищевой промышленности региона, традиционно одной из ведущих во всех 3 странах. А пока подписывайтесь на мой канал, если еще по какой-то причине не сделали этого, жмите на колокольчик уведомлений, чтобы ничего не пропустить, поделитесь этим видео с друзьями, оно ведь того стоит. Впереди еще много интересных видео. До скорой встречи!